Дорогие рукодельницы, приветствую вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. И сегодня, наверное, одна из самых любимых моих тем это переделки. А именно мы будем переделывать с вами вот такой замечательный, очень симпатичный будильник. Он симпатичный, но, к сожалению, ни по стилю, ни по задумке, ни по цвету он мне не подходит. И мы будем пытаться вместе с вами, практически в прямом эфире, сделать его кардинально совершенно другим. В стиле, может быть, где-то Прованс, потертый шик так называемый. В общем, сама не знаю, что получится, но обязательно что-то получится, и что-то очень качественное и интересное. Сегодня мы будем использовать декупажные карты. Тоже они созданы специально для часов, для циферблатов. Вот, очень интересный, очень большой тоже выбор. Пожалуйста, выбирайте, какие вам подходят, понравятся больше. Меловые краски, клей для декупажа, лак, грунт, воск, что еще в процессе добавится, не знаю, будем смотреть в процессе работы, но весь перечень материалов будет внизу под видео, будьте внимательны и обращайте на это внимание. Так, на данном этапе я разобрала будильник, вот получились разные такие части его. Что мы будем делать? Мы будем наносить грунт в первую очередь. Очистите от пыли, загрязнений каких-либо, чтобы, если влажными будете пользоваться, тряпкой или мыть, чтобы все просохло. И будем наносить грунт на циферблат. Он приклеен, не знаю даже, что там с ним происходило. Не буду рисковать его снимать, потому что здесь достаточно плотная, хорошая поверхность. Я просто нанесу блокирующий грунт и также нанесу блокирующий грунт на все части, которые мне необходимы в работе. Просушу и дальше приступим к следующему этапу. Итак, грунт. Так, грунт или встряхнуть, или смешать. Почему блокирующий грунт использую? Я не знаю, какой краской. Ну, судя по всему, это напыление какое-то алкидное. Но я не знаю, все-таки, что здесь использовалось. И чтобы не было неприятностей, неожиданностей больше во время работы, лучше я нанесу блокирующий грунт, дабы перестраховаться. Так, и просто кистью. Смотрите, если вы редко используете этот грунт в работе, значит лучше выкладывать все из баночки в отдельную тарелочку или посуду какую-нибудь, потому что если вы будете постоянно мокрой кистью туда макать ее, в эту банку, он, скажем так, прокиснет, испортится очень быстро. Поэтому следите за тем, как себя чувствуют ваши материалы, чтобы они не дешевые, и чтобы зря их не портить. Вот. Соблюдайте такие меры. Подсохнет потом. Здесь все-таки
бумага, поэтому сильно и мочить ее не надо, но и без грунта никак. Может быть, следующий слой сейчас подсохнет просто локально на цифры, чтобы они не проявились под картой. Нанесу второй слой грунта. Все вы протрите, если вдруг, вот как у меня попало на эту, да, штуку, потому что потом все очень деликатно, и потом могут стрелки обратно не захотеть возвращаться. Так, основу. Середина мне, в принципе, не нужна, только внешняя часть. Очень хорошо ложится. Видите, даже на такую, казалось бы, глянцевую поверхность. Как вы видели, я ее не обрабатывала специально, не сошкуривала этот глянец, не убирала его. И грунт прекрасно ложится. Если вы хотите чуть растянуть, да, чтобы у вас не оставались такие перепады сильные, можно чуть-чуть смочить в процессе кисточку еще, и тогда вам будет легче делать эту растяжку. Все, первый слой нанесли. Пусть все высохнет, и затем нанесем второй слой грунта. Итак, я покрыла металлические поверхности вторым слоем грунта. Я подумала, и все-таки он нужен мне так будет спокойнее. И эту циферблат я не покрывала, эту поверхность не покрывала, потому что все-таки я почему-то понадеялась, что картон здесь будет поплотнее, он не такой плотный, немножко стал возмущаться в виде таких пузырей, ну что естественно, если бумагу намочить. Поэтому меньше будем его травмировать. Я думаю и почти уверена, что ничего не будет заметно в итоге. Приступим к наклеиванию нового циферблата. Как всегда, наносим клей, увлажняем декупажную карту и все аккуратно приклеиваем. Клей декупажный, обычный декупажный клей. Так, это в сторону. Поближе сюда эту бумагу. Совсем немного. Совсем немного.
Ну вот все, оставляем теперь до полного высыхания. Итак, грунт полностью высох, и сейчас мы переходим к тому, чтобы зашлифовать немножко поверхность, убрать какие-то, может быть, неровности где-то остались, немножко ее выровняем. Для этого берем самую мелкую, совершенно мелкозернистую наждачную бумагу, и легко, не надо надавливать, просто легонько вы проходитесь по поверхности. У вас нет задачи снять или выровнять, например, пусть вас не смущают какие-то моменты, где вам кажется, что остались от кисточки такие борозды, да, они вам совершенно не помешают в работе, так как у нас будет дальше сложное окрашивание, многослойное, и все это скроется, закроется, ничего не будет видно. Самое главное не снять именно грунт с поверхности, да, а немножко легко выровнять. И приступаем. Так, все поверхности я обработала наждачной бумагой, они гладенькие и готовы к окрашиванию. Итак, этап окрашивания. Сегодня у нас будет сложное окрашивание, многослойное окрашивание, потертый шик, прованс, винтаж, называйте как угодно. На самом деле техник многослойного окрашивания достаточно много. Сегодня мы будем работать с меловыми красками. Они очень хороши в этой технике, я очень их люблю, они очень достаточно укрывистые, плотные, хорошо делают потертости, приятные в работе, поэтому, пожалуйста, применяйте, используйте их, не бойтесь. Значит, для того, чтобы определиться с цветом красок, которые вам необходимы, конечно, проще, особенно если вы новичок, проще вам сначала определиться с картинкой и потом присмотреться, какие здесь оттенки, какие вы хотите видеть у себя, сколько оттенков присутствует на картинке, потом вы понимаете, какие вы хотите видеть в основном у себя, да, на изделии. Синие, вот есть коричневые, светлые оттенки, такие сероватые, да, разбеленные, пастельные, розовые, да, красные, бордовые. Ну, то есть вы определяете для себя, какие вам больше по душе, какие сочетаются с картинкой, и тем самым определяетесь с выбором краски. Я выбрала такие красивые, ну, мне нравится коричневый оттенок, такой темный. Выбрала оттенок, называется это «Беспокойная Анна». Не знаю, такой разбеленный, может быть даже бордовый, что-то такое, да. И пепел, тоже очень красивый, глубокий такой цвет. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Значит, прежде чем использовать, сначала надо взболтать хорошо, или взболтать, или смешать, как вам удобнее. Лучше взболтать, тогда она хорошо смешивается и ровный цвет получается. Взбалтываем. И первым этапом всегда используйте темную краску, то есть такую фоновую темную краску, если она у вас присутствует. Чем темнее оттенок, первый слой, вот, желательно его. Хотя пробуйте, экспериментируйте. Есть какие-то определенные правила, я бы хотела сказать, что их нет, но они все-таки есть. Их стоит прислушиваться, придерживаться, но экспериментировать и делать так, как вы считаете нужным, вам никто не запретит, поэтому ничего не бойтесь, все можно исправить. Если нельзя исправить, можно переделать. Главное делать все с любовью и с интересом. Так, смешали. Да, берем кисточку. Тот же
Тоже правило, да, что и с грунтом, если вы краску используете редко, она у вас в большой банке, значит, лучше ее отлить, да, вы туда не 1000 раз влажной кисточкой банку не макать, чтобы она не испортилась. Так. Я использую часто, поэтому не буду. Видите, он такой не глубоко коричневый, а как раз такой оттенок, как мне необходим. Не сильно темный, разбеленный немного. И спокойно наносим на поверхность. Следите за тем, чтобы кисточки у вас были всегда влажные. Они не должны быть сухими в работе с любыми красками. Тогда лучше у вас будет ложиться краска на поверхность, приятнее будет вам работать, легче делать растяжку краски. Ну вот таким образом покрываете все загрунтованные поверхности первым слоем. Итак, я нанесла в 2 слоя коричневую краску на поверхность. Видите, она прекрасно ложится, довольно-таки укрывистая, очень приятная краска. Вот. Следующий слой, второй этап нанесения, скажем, второй слой, второй этап, это будет более яркий оттенок, потому что завершающий у меня тоже будет темный, и вот между ними яркий, я думаю, будет даже очень неплохо смотреться. Приступим. Все тоже сбалтываем кисточкой, наносим. Но один момент, я не буду полностью стараться покрыть поверхность, только вот выпуклые, а здесь вот как ляжет, так ляжет. Ну, сейчас все сами увидите. Ой, какой красивый цвет. Здесь просто посередине, скажем так, растянуть можно немножко цвет. Но уже не бояться и не стараться, чтобы закрылось все. Все, даем высохнуть. Так, два цвета краски мы нанесли на поверхность, и сейчас будет третий завершающий этап окрашивания. Снова таки темной краской будем покрывать полностью поверхность. И если в случае первого и второго слоя, да, или первого и второго этапа мы хорошо просушили, да, поверхности, то третью мы нанесем, чуть-чуть дадим схватиться, но полностью сушить не будем и сразу будем создавать потертости. Но всему свое время. Наносим третий слой. Ну все этапы краски нанесены на поверхность, и сейчас чуть-чуть я дам подсохнуть. Как только я увижу уже блестящие эти моменты уйдут, останется такая матовость, можно делать потертости. Так, поверхность схватилась, немного подсохла, как видите, еще где-то, да, остались такие
влажные места, но это не страшно, это даже хорошо. Берем влажную салфетку. Можно взять кусочек ткани мягкой ХБ, да, и чуть-чуть увлажнить, попробовать ей. Ну, я буду делать влажными салфетками, а вы ваш выбор. И вот таким образом как бы вытираем или протираем. Да. Где-то можно сильнее, да, где-то совсем чуть-чуть. Как бы достаем нижние слои краски. Не старайтесь сразу, да, вы прошлись, вернитесь, посмотрите, да, где-то вы хотите еще больше, значит, больше сакцентируйте внимание на этом. Я хочу именно, чтобы по краям особенно они были заметны. Поэтому я и говорила, что буду по краям более интенсивно наносить краску, а в середине совсем слегка. Видите, появляются такие. Естественно, знаете, что немаловажно, вот благодаря этой краске они такие естественные проявляются. Видите, даже коричневые слои, они стали подниматься на поверхность, и очень даже симпатично это выглядит, да, в итоге. Но еще надо немного поработать, добиться все-таки того результата, который я задумывалась в самом начале. Так, если вы задержались, да, в работе и у вас сильно уже высохла, да, поверхность, совершенно спокойно водичкой увлажняете. Можно даже использовать тоже наждачную шлифовочную бумагу, совсем вот она мягкая, и чуть-чуть пройтись, опять-таки поглаживающими такими, да. И теперь ХБ тканью мягко протереть. Так, все, на этом это закончу. Пусть высохнет. Тем временем, пока будет высыхать, мы будем покрывать жидкой поталью оставшиеся элементы будильника. Сейчас все оставшиеся элементы я покрою поталью. Где-то очень акцентно, какие-то совсем слегка. Для этого я возьму поталь цвета шампань лаковую. Хорошо ее взболтаем. Вот в начале ручка, она мне не нужна такая. Немножко и лоску добавим. Можно покрыть еще темной основой, например, той же коричневой краской, если есть желание. Я не хотела сильно темнить. Если мне не понравится уже после сборки, да, что будет сильно блестеть или как-то сильно акцентные будут эти элементы, у меня есть воск металлизированный, темный, я немного уберу, покажу вам, как это делать. Уберу этот воск. Если
Меня, например, не раздражает. Если вас раздражает, можете сразу наносить темный грунт или темную краску, которая хорошо ложится на металл. И только после этого по талию работать. Так, ее надо периодически взбалтывать, потому что пигмент садится и уже не тот совсем эффект. Где-то, если я решу добавить что-то, мне не понравится, я уже исправлю после сборки. Так будет проще увидеть, рассмотреть. Сейчас такой начальный этап. Так, стрелки совсем вот прям слегка, чтобы связать их, убрать этот такой темный акцент, да, немножко дать им шику. Так, и осталось у меня кольцо, которое будет в середине стоять. Здесь стараюсь прямо такой полусухой растушевывать фронтальную поверхность, чтобы не плотно закрывать. Не плотно у меня блестела, да, эта вся история, а так только создавать такие блики. Так, здесь я уже покрывала, и сверху эти колокольчики сами я тоже немножко прикрою. Вот сейчас уберу лишнее. Вот таким образом, собственно, поступлю и с этим, и потом буду покрывать лаком. Подходим к финишу, а это значит, что надо все покрыть лаком. Лак я использую матовый. Смотрите, можно в финише очень хорошо меловая краска работает с воском. Можно на финишном этапе покрывать воском. Но у меня нет прозрачного сейчас воска. Темнить сильно не хочу, поэтому я воспользовалась лаком, но у меня есть металлизированный. И где-то я могу добавить его уже после лака. Но если вы нанесете воск, то лак уже работать не будет. Он не ляжет так, как следует, он вообще не будет ложиться. Поэтому если надо где-то какие-то моменты, да, добавить воск, то вы хотите сочетать с лаком, то только после лака. Нанесли лак и потом воском где-то что-то еще подправили. Все, сейчас высохнет лак и будем приступать к сборке. Дорогие творческие феи, подошел к концу видеоурок. Вот такая переделка у нас в итоге получилась. Я
Надеюсь, вам было интересно. Вы что-то подчеркнули, узнали для себя новое. Вы узнали, что такое сложное окрашивание, как работать с меловыми красками, как это сочетать все между собой. Если у вас появились какие-то вопросы в процессе или какие-то комментарии к работе, пожалуйста, оставляйте, с удовольствием все прочту и отвечу на ваши комментарии. Смотрите, я хотела затемнить воском, оставила все-таки светлые. Почему я говорила, после сборки надо посмотреть и решить уже, надо вам затемнение или они уже не нужны. Вот я собрала и смотрю, что я не хочу делать их темнее. Мне, собственно, все устраивает, ничего не раздражает, не напрягает, да, в этой работе. Если вы решите, что какие-то акценты слишком яркие, да, для этого стиля, пожалуйста, темным воском можете совершенно спокойно пройтись, да, в тех местах, где вы считаете нужным, и приглушенный будет этот оттенок золота. Ну а на сегодня все. С вами была я, Мирослава. Подписывайтесь на канал Колыбель искусства, оставляйте свои комментарии, пожелания. Я всегда буду рада вам, и давайте творить вместе.